В этом выпуске Этери Тутберидзе утерла нос Евгению Плющенко во всем. Этери здесь нет равных. Российская фигуристка-чемпионка и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева показала, как восстановила тройной аксель после отпуска. А теперь обо всем по порядку. Тутберидзе показывает Плющенко, как пиарить фигурное катание. Этери здесь нет равных. Лучший тренер мира поменяла поведение в медиапространстве ради своих учениц. От былой закрытости Хрустального не осталось и следа. Имя Этери Тутберидзе – это уже готовый бренд, своеобразный знак качества. При этом человек, совершивший революцию в фигурном катании, долгое время пренебрегал своей популярностью и сторонился медийности. К счастью, в последнее время команда Тутберидзе разворачивается в сторону болельщиков и позволяет им прикоснуться к таинству создания чемпионок. Этери Георгиевна с нуля создала сильнейшую школу фигурного катания и имеет полное право получать с этого дивиденды. Но и тут лучший тренер мира старается не для себя, а для своих учениц, которых теперь никто не посмеет назвать одинаковыми или неинтересными. Тутберидзе будто показывает Евгению Плющенко, каким на самом деле должен быть пиар фигурного катания. Не скандальным и агрессивным, а профессиональным и искренним. Этери здесь нет равных. Команда Тутберидзе становится более открытой. Тренерский штаб Этери Тутберидзе годами готовит сильнейших фигуристок мира и помогает им приносить России блестящие победы на крупнейших турнирах. Вместе с народной любовью появился и колоссальный интерес к работе лучшего тренерского штаба страны, однако удовлетворить его в полной мере болельщики не могли. Редкие интервью, холодность в отношениях с прессой и закрытость группы давали понять, что Тутберидзе сторонится медийности и думает только о спортивных результатах своей работы. Тех, что на табло и в протоколах. Многим такой подход импонировал, особенно на фоне скандального присутствия в медиапространстве Евгения Плющенко. Вместе с тем болельщики хотят видеть своих кумиров чаще, чем 4-5 раз в году на льду и пару раз в сюжетах Первого канала. Хотят заглянуть в закулисье тренировочного процесса, узнать чуть больше о девочках, чьим катанием восторгаются. И к их счастью, команда Тутберидзе начала активное движение в этом направлении. За точку отсчета следует взять приглашение в Хрустальной Марии Шашиной, спортивного менеджера, работавшего с ангелами Плющенко, Аделиной Сотниковой и Екатериной Бобровой. Задача Шашиной выглядела максимально понятной – продвигать бренд Team Тутберидзе, а также курировать отдельных фигуристов группы и помогать им реализоваться в бизнес-сфере. Со своей работой Мария справилась. Всего за полгода стали заметны первые результаты. Например, у команды Этери Георгиевны появился свой канал на YouTube, который стремительно развивается, а члены Team Тутберидзе стали чаще участвовать в различных медиапроектах, чего только стоит мексиканский мастер-класс Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, ставший одним из самых обсуждаемых событий межсезонья. Шоу Тутберидзе конкурирует с топами. Еще одна важнейшая в плане имиджа история – успешное турне-шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду по России» и не только. Этери Георгиевна запустила проект еще в 2019-м. Но тогда и размах, и пиар, и качество самого шоу оставляли желать лучшего. Сейчас же болельщиков ждал сюрприз. Чемпионы на льду вернулись в 5 городах России, а также совершили зарубежный вояж в Ташкент. Билеты на шоу были раскуплены молниеносно, что говорит о том, что уже сейчас Team Тутберидзе может конкурировать с лучшими игроками рынка ледовых шоу. Свидетельствует об этом и успешный запуск личной атрибутики команды. Представители Тутберидзе и Хрустального открыли продажу сувениров с надписью Team Тутберидзе. Среди них были майки, ручки, блокноты, чашки и многое другое. Пока дизайн не отличается разнообразием, но первая партия сувениров все равно разошлась в считанные часы. Многие сейчас начинают продвигать команды, некоторые создают свой мерч, платформы, свои шоу. Это хороший маркетинговый ход для школ, очень правильный. Одобрил начинание Тутберидзе опытнейший продюсер Ари Закарян. Бренд Тутберидзе идет на пользу фигуристам.
Команда Тутберидзе стала престижным и популярным брендом еще несколько лет назад, но, похоже, по-настоящему использовать этот успех Этери Георгиевна начала лишь недавно. Речь не только о непосредственной монетизации и популярности тренеров и фигуристок, но и о создании правильного положительного имиджа каждому члену команды. Это позволяет болельщикам узнавать любимых фигуристок не только в спортивном, но и в личном плане, а значит повышает их шансы на успешную жизнь после спорта. Так что лучший тренер мира поменяла свое поведение в медиапространстве в первую очередь ради своих учениц. Отличием пиар-компании Тутберидзе является то, что это не персонифицированный проект, а команда, каждый член которой важен. Так, неоднократно отмечается вклад в воспитание чемпионок Глейхенгауза и Дудакова, что отражается на уровне их популярности. Более того, основное внимание уделяется тем, кто приносит Тим Тутберидзе результаты, самим фигуристам. Этери показывает Плющенко, как надо пиарить фигурное катание, интеллигентно, профессионально и искренне. Болельщики чувствуют, что их уважают и ценят, а это лучшая мотивация для еще более горячей поддержки любимого штаба. В том числе и рублем. На канале в YouTube все чаще выходят развлекательные ролики с участием спортсменок Этери Георгиевны. Одни из них уже хорошо знакомы публике, другим только предстоит завоевать народную любовь. Подробные интервью с малоизвестными фигуристками, различные интерактивы, челленджи – все это помогает воспитанницам Хрустального заработать имя, стать узнаваемыми и неповторимыми. А от былой закрытости Хрустального не осталось и следа. За фигурным катанием стало следить больше людей. Люди стали приходить на соревнования, следить за нашим видом спорта. Это очень приятно, когда ты чувствуешь эту поддержку. Вера в тебя, это мотивирует, сказала юная звезда Тутберидзе Софья Акатьева. Российская фигуристка-чемпионка и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева показала, как восстановила тройной аксель после отпуска. В своем инстаграме в разделе «Сторис» Туктамышева выложила видео, на котором чисто прыгает тройной аксель на тренировке во время сбора в Куршевеле. «Тройной аксель вернулся, детка», подписала видео Туктамышева. Напомним, Елизавета Туктамышева сейчас работает на сборе во французском Куршевеле в составе группы Алексея Мишина. В прошлом сезоне она прыгала как сольный тройной аксель, так и в составе каскада. Также Туктамышева разучивала четверные прыжки. Тулуп, Сальхов и Лупс, но на соревнованиях чисто пока не исполняла ни один из этих квадов.